Ребят, всем привет! Много времени я ничего не выкладывал. Вот мое последнее видео это из Индии про Болливуд. Но у меня еще куча материала, наверное, гигабайтов 60. И я все никак не могу найти время на видеомонтаж. Потому что, очень сложно мне это все сделать. И поскольку мне предоставилась сейчас возможность записать это видео, вот я бы хотел с вами поделиться информацией о работе во Вьетнаме. Приехал я сюда для работы учителем английского. Итак, откуда я узнал эту информацию? В прошлой серии, когда я был во Вьетнаме, я прилетел по каучу и остановился у украинки. Ее зовут Катя, она очень классная. Вот мы как бы много общались на эту тему. Она рассказала, что она тут работает. Я у нее спросил, сколько ты получаешь. Она говорит, 1600 баксов. То есть это хорошие деньги, в принципе, для Вьетнама. Как для Вьетнама, вообще для Азии. Вот. Я не беру сейчас в расчет Южную Корею, где можно получать гораздо больше. Для Вьетнама это хорошие деньги. Начну с того, что меня эта информация заинтересовала, и я просто ее отложил в свой черный ящик и поехал в Индию. Поскольку моя виза в Индии закончилась, вот, я приехал во Вьетнам. Оформил по интернету, по онлайн визу во Вьетнам на 3 месяца, стоит она в районе 30 баксов, что ли. Взял билет, вот, с Индии и прилетел, собственно. И вчера как бы я уже добрался, вот, остановился также по каучу, вот, живу вот в таком вот небольшом, я даже не знаю, как это назвать, но это как бы комната в общежитии на самом деле, потому что вот за этой дверью там уже идет общая территория, там кухня, ванна, туалет и другие комнаты. Я рад тому, что мне реально выпала такая возможность даже здесь пожить, просто это реально бесплатно и как бы на первое время, потому что у меня ни работы нету, ни денег, ни жилья, ни связей. Вот. Давайте расскажу про то, как прошло вообще мое сегодняшнее собеседование, потому что еще будучи в Индии, я добавился в несколько групп в Фейсбуке. Вот, называются они типа English Teacher, что-то вот в этом роде. Туда выкладывают различные люди информацию о том, что они ищут учителей английского в детские сады, в школы и вообще могут себе как бы брать на частной основе репетиторство. Так и любой желающий может написать на стене как бы там то, что я приезжаю такого-то числа, дайте мне работу, вот мой опыт такой-то. Поскольку я не очень хорошо владею английским и опыта у меня работы в этой сфере не было, несмотря на это, я все-таки попытал счастье и вчера выложил на Фейсбуке одно объявление. Вот, пользовался я Google переводчиком и скажу, что это было чрезвычайно плохой опыт. То есть, если вы повторите это, он вам выдаст кучу ошибок, и вас вьетнамцы засмеют. Но, несмотря на это, как бы, я просто выложил объявление, потому что, любая попытка, это как бы попытка все же. Это опыт, и ты ничего не узнаешь, пока не попробуешь. И спустя некоторое время, я был после дороги, поэтому я сразу же уснул, мне очень хотелось спать. Проснулся я часов через 6, зашел на Facebook, у меня было 172 комментария, вот не поверите, 172 комментария. И 100 лайков, может быть, но не суть. На Фейсбуке есть такая фишка, то есть если тебе пишут на английском, там внизу есть автоматический переводчик, типа нажимаешь, и он тебе переводит. В Инстаграме, по-моему, такая же тема есть под фотографиями. Вот.
И я начал читать, что вообще, что мне пишут и как бы что, может быть, предлагают. Вот. Был конкретный негатив со стороны вьетнамцев. Как я понял, вьетнамцы обижены жизнью, что они работают за копейки, а вот мы приезжаем вот к ним на родину и зарабатываем в 5 раз больше. Ну, это сугубо мое мнение, и, скорее всего, это так оно и есть. Был конкретный негатив. Был негатив в сторону моего английского. Они написали, как ты можешь учить детей английскому, если ты допускаешь такие, ну, как бы, грубые ошибки. Я как бы не спорю, но... ну, как бы, зачем вообще что-то писать, да? Те люди, кому нужен учитель, они сами должны написать, и, в принципе, либо да, либо нет, берут они меня или не берут. Это, в общем, просто группа для информации, никак не для оскорблений и, ну, вот этой вот волокиты, которые люди любят развозить. В общем, была куча недовольных, была куча людей, которые писали, типа, ну, в том плане, что, как бы, какая вам разница, зачем вы вообще свой негатив тут показываете. Были русские люди, которые написали, что вьетнамцы, да, они реально такие вот сумасшедшие. Но не суть, не суть, потому что в личку написало несколько человек и предложило мне работу. Вот. Я, повторюсь, нахожусь я в городе в Ханое. Ханой — это север Вьетнама, самый верх. Тут нету пляжа, моря, ну и ладно, зато есть работа. Вот, получается, мне написал один парень, он скинул адрес и написал время, говорит, приходи завтра, ну, на собеседование, мы с тобой поговорим. Вот, я приехал, то есть завтра наступило, я приехал, вот, перед этим нашел себе рубашку. Кстати, рубашка классная, реально. В Индии таких нету, она как бы такая на стиле. Вот, что тут, звездочки. В общем, что-то стоит в районе 300 тысяч донгов, это на рубли 900 рублей. Ну ладно, не будем о ценах, будем на работе. От моего места, от моего дома, это находилось в районе 8-9 километров. Вот, я пошел пешком, потом смотрю, уже как бы опаздываю, начинаю бежать. Один парень предложил подвезти, и это было реально классно, кстати. Вот. Основное отличие от Индии, это что во Вьетнаме ты не такой популярен, как не так популярен, как в Индии. В Индии с тобой хотят заговорить все абсолютно. Тебя хотят накормить бесплатно, тебя хотят подвезти. То есть куча внимания со стороны индусов. Со стороны вьетнамцев никакого интереса, интерес только в деньгах. И каждый хочет тебя не поиметь, а поиметь с тебя денег. Вот так вот. Ну, в общем, как только я добрался, я сразу увидел, что это детский сад. Вот я зашел, поздоровался, сел. И на то, что я обратил внимание, то, что вьетнамцы, у них свой акцент. То есть они не говорят, как мы. У нас в школе, например, учат британскому английскому, а вьетнамцы же говорят со своим акцентом, и их очень было сложно понимать. Вот. Он мне пытался что-то сказать, потом написал, и после этого я уже понял. В общем, как, я пришел, подождал кое-какое время, мы чуть поговорили, спустя 10 минут подъехал еще один парень. Вот, он был взрослее меня, ему было 33 года, я у него спросил, он был родом из... Откуда же он родом? Он из Манчестера, из Англии, вот. Такой взрослый чувак, живет давно, 3 года во Вьетнаме, и у него был, опыт английского. Опыт работы учителем английского. Вот, мы подождали еще кое-какое время, потом поехали все вместе, я, этот парень и жена вот этого, человека, с кем я, в общем, проводил собеседование. Собеседования как такового не было, мне просто задали несколько вопросов, и мы сели на байки и поехали.
Вот, у меня не было своего байка, поэтому я сел к девочке. Мы поехали в другой детский сад. Когда приехали, вот, ну там разулись, зашли. Было очень много детей, Была куча классов, и все ходили в одинаковой одежде. Ну, то есть, как бы дресс-код у них присутствовал, это прям круто было. И знаете, садики у них такие прям очень похожие на школы. То есть, если туда ходят дети 3-4 лет, а может быть и более, то у них, если сравнивать с Россией, это, ну, две разные вещи. Ну, в общем, мы пришли, девушка достала магнитофон, у нее была такая большая колонка, компьютер с собой, вот, и она подключила телефон и что-то сказала парню. Ну, я, конечно, не понял, у них там вот свой акцент немного. Ну, в общем, она подошла ко мне потом и сказала, вот смотри, что он делает. Они включили песню Hand and Shoulders, Knees and Toes. Вот что-то такое, то, что в школе мы проходили в 5 или в 6 классе. В общем, было прикольно наблюдать за всем происходящим, но я понимал, что дальше то же самое ждет меня. Чувак был реально красавчиком, он делал все как надо, ну, он сам как бы англичанин, поэтому ему проще. Вот. После того, как они станцевали, то есть посмеялись немного, ему дали карточки. В карточках было наименование. Наименование частей тела, там, например, руки, hands, глаза, eyes, head, голова и так далее, так далее. Вот. Он начал показывать и спрашивать каждого, что обозначает. Потом раскидал их по полу, и они там сами уже ходили, выбирали. Вот. В классе где-то в районе 15 человек, а то и 20. И когда он уже закончил, а закончил он минут через 15-20, к нему зашел другой класс. То есть один класс сменял другой. И повторялось все то же самое. Я, получается, посмотрел на первый класс, на второй, и потом меня девочка увела, ну, сказала, типа, моя очередь, и все, мы пошли в другой класс. Я зашел, я немного очковал, буквально, не знаю, секунд 10. Потом я просто понял, что, ну, на самом деле, что очковать, если ты уже здесь. Тут уже как бы по факту нужно, ну, что-то делать. Ну, она мне дала то же самое, она мне дала эти карточки, вот, и включила ту же песню, прям с видео. Дети начали танцевать, я вместе с ними, мы посмеялись. После этого, кстати, еще один важный момент, она сказала, представься, то есть расскажи немного о себе. Я у нее спросил, а дети разве меня понимают? Она сказала, ну да, то есть они тебя поймут. Я так подумал, детям 3-4 года, как они могут меня понимать, если они изучают такие простые слова. И я хочу сказать, наверное, два человека из 20 могут нормально произносить слова. То есть все остальные либо как-то не договаривают окончания, либо им как-то просто все равно. Ну, были и такие. Ну, в общем, было прикольно, было интересно, и по времени это заняло в районе 45 минут, а может быть и целый час. Вот, что-то типа такого. То есть ко мне пришло 3 класса, мы спели песню, мы прочитали карточки, мы спели другую песню, там где в конце бай-бай. И все, на этом все разошлись, мы поехали обратно в офис, и после этого ко мне подошел вот этот чувак, который типа директор, начальник, и сказал, что что он мне напишет по поводу работы, потому что у него нет информации. Я про себя подумал, как у тебя нет информации, если ты мне сам написал, что вам нужен учитель английского. В общем,
Я его, если честно, не до конца понял, но работа прикольная, если честно. Если честно, работа прикольная. Я бы остался во Вьетнаме. Вот, ну, в принципе, все. Вот такой вот опыт работы у меня сегодня был. И я думаю распечатать ЦВ, вот, и походить уже по детским садам и там вживую поговорить. Потому что, скорее всего, это был посредник. Посредник, который возит учителей по детским садам и как бы имеет с вас процент. Вот. Проще, мне кажется, прийти напрямую в школу, в детский сад, и там уже с ними обо всем договориться. Ну, вьетнамцы настолько плохо говорят на английском, вернее, у них произношение такое, что их не понять. Но в целом договориться можно. Вот, это был классный опыт. Пишите, пожалуйста, комментарии, что думаете по этому поводу. Может быть, кто-то работал во Вьетнаме, может быть, у кого-то большое желание поработать во Вьетнаме. В принципе, тема актуальная, и, скорее всего, рано или поздно я устроюсь на работу. Ну ладно, был рад вас видеть, всем удачи.